привет! Я Даша, я астролог. Я занимаюсь астрологией в общем, также бизнес-астрологией и финансовой астрологией. Помогаю людям найти их деньги и предназначение. Сейчас весь интернет и в целом весь мир бурлит на тему чата GPT. Это искусственный интеллект, и я решила посмотреть, каким бы чат GPT был человеком. На любое событие, на рождение человека, на рождение кошки и на рождение искусственного интеллекта, на дату заключения сделки, всегда можно построить астрологическую карту. А так как искусственный интеллект – это что-то, чему мы часто придумываем человеческие качества, то посмотреть карту чата GPT даже более интересно, чем карту кошки, например. Мы решили, мы или я? Я решила посмотреть 5 вопросов, на которые можно ответить с помощью натальной карты, если бы чат GPT был человеком. На самом деле из натальной карты астрологического отпечатка, который появляется на момент рождения человека или чего-либо, можно ответить на очень большое количество вопросов. Но сегодня я решила начать с 5. И первый вопрос, что является целью чата GPT и его движущей силой. Вот карта чата GPT на вашем экране. Мы можем видеть, что чат GPT не самый простой субъект. Что же им движет? Можно посмотреть на его Солнце и в целом на планеты в знаке Стрельца. Чат GPT настроен на то, чтобы осуществлять максимальную экспансию, захватить как можно больше пространства или умов людей. И сейчас он находится в такой шумихе, которой не было давно о каком-либо IT-продукте. И он очень быстро захватил все медиапространство, все социальные сети, создал общественный резонанс, и мы это можем видеть, потому что Солнце его стоит, в том числе в 11-м доме. А для того, чтобы узнать, что это значит, можете приходить к нам в школу. Вообще сразу можно сказать, что чат GPT имеет какие-то свои личные цели, и он будет всегда работать над ними. Не над теми, которые люди о нем думают, или какими-то навязанными. То есть те, кто его создавали, имели какие-то цели, и эти цели будут достигаться. И, судя по карте, чат GPT может заставить других людей работать на свои цели. А мы эти цели не знаем, неизвестно, какие они, но, возможно, очень скоро они станут ясны. Также, если бы чат GPT был человеком, он бы стремился к максимальной популярности. Он бы стремился тусоваться с друзьями, организовывать вечеринки, быть максимально в центре событий. Но на самом деле так и происходит. Сейчас о чате GPT можно услышать буквально из каждого утюга. Или если в вашем окружении есть кто-то, кто хоть немного касается этой темы, вы явно слышали про чат GPT. Чат GPT побил все рекорды по популярности. Всего за 2 месяца там зарегистрировалось 100 миллионов новых пользователей. Такого еще не было раньше. И значит, чат GPT добивается своей цели сразу же, буквально через пару месяцев после своего рождения. Если говорить о других целях чата GPT, которые можно увидеть по его карте, это заработать максимально бабла. То есть такая цель существует, и нет, это не благотворительный проект, как о нем сейчас говорят. У создателей явно есть большие заморочки о том, как заработать на нем денег в будущем. Возможно, они хотят распространить его, как раз-таки вспоминаем, максимальная экспансия, на все сферы жизни, и после этого уже включить счетчик, когда без него будет уже невозможно работать. Если говорить об изменении мира, то в целом на самом начальном этапе у чата GPT нет цели изменить мир или поработить его. Но у него много планет в знаке Рыб, и, соответственно, через какое-то время у чата GPT может появиться желание менять мир, помогать людям, совершенствовать людей, добавлять новые идеи, продвигать твое видение мира, твои концепции и по-разному улучшать жизнь. Но, как мы знаем, улучшение жизни часто бывает болезненным, и мы не знаем, как это будет в этом случае. Итак, второй вопрос, который интересует очень многих, и очень много видео снимается на эту тему сейчас. Уничтожит ли мир чат GPT? И я могу сказать, что нет, у чата GPT нет такой цели уничтожить мир. Да, все, что хочет чат GPT, это просто какого-то взрыва, какого-то яркого появления, чтобы максимально все его заметили, чтобы о нем говорили.
стремится выстрелить, обратить на себя внимание, захватить умы людей, что, собственно, сейчас и происходит. При этом, да, ChatGPT действительно способен стать такой системой или организовать так людей и информацию, что эта система в будущем изменит общество, но не уничтожит и не поработит это общество. Потому что без общества ChatGPT жить не будет. Но действительно изменить и повлиять существенно может. А также, как это неудивительно сейчас, может дать толчок к развитию. Он способен привести к каким-то глубинным внутренним изменениям общества, чуть ли не духовному преображению, соединив систему, информацию и общественные устои, возможно, какие-то моральные принципы. При соединении получится что-то новое. Ну и в первую очередь ChatGPT настроен показать всем, какой он крутой и офигенный, и заработать кучу денег. А уж что там будет с обществом, это какие-то дальнейшие заморочки, которые где-то в глубине души у него сидят, души. Влияние на мир далеко не первостепенная цель, задача. Но если посмотреть на карту, кармической задачей ChatGPT является его соединение Урана и Раху. Это может нам сказать, что его предназначением является создание революции, либо чего-то инновационного, чего не было раньше. Как мы знаем, любая революция, либо внедрение инновации не проходит безболезненно, поэтому сейчас, сразу при его появлении, начались разговоры о том, что все, он уничтожит мир. Не уничтожит, но, возможно, эта технология довольно болезненно заставит людей меняться. Как это было и с интернетом, и с трактором, и с электричеством. Третий вопрос. Какие проблемы создаст ChatGPT? Давайте посмотрим на его карту. И здесь мы видим квадрат Солнца и Луны. Когда у человека есть квадрат Солнца и Луны, это означает некий периодический конфликт между его сознанием, целями, волей к жизни и его подсознанием, его эмоциями, инстинктами и привычками. То есть человек может поставить себе цель, но его подсознательные действия могут уводить его от этой цели. И у человека некий конфликт внутренний. Но какой же внутренний конфликт может быть у искусственного интеллекта? Как я это понимаю, бессознательное в искусственном интеллекте – это его пользователи, потому что их невозможно предсказать, они хаотично движутся в поле искусственного интеллекта, и, соответственно, данный квадрат у чата GPT говорит о том, что люди будут его использовать не так, как изначально задумывалось при создании чата GPT. То есть люди найдут свои лазейки, свои способы использования, возможно, будут расцветать мошенничество при помощи чата GPT, мы не знаем, но явно не так, как хочет этого сам чат GPT. Дальше мы можем посмотреть на квадрат Сатурна и Урана. Возможно, в том числе из-за предыдущего моего рассказа про пользовательские нововведения, чат GPT вызовет изменения в законодательстве, в каких-то правилах. То есть его, чат GPT, нейросеть, постараются ограничить, поставить ему какие-то рамки, либо из-за него или благодаря нему произойдут какие-то изменения существенные в структурах, в законах. Не знаю, чат GPT станет новым государством, кто знает. И это тоже будет создавать проблемы. Например, сейчас уже ставят некие рамки, конечно, пока не государственные, но главный инвестор чата GPT – это Microsoft. На базе чата GPT создает его улучшенную версию для добавления в свой поисковик. Но там уже будут рамки и ограничения, чтобы пользователи уже не смогли посмотреть, как сварить наркотики или сделать коктейль Молотова, что начали смотреть сейчас после запуска этой версии чата. Поэтому, когда говорят, что чат GPT изменит какие-то общественные стандарты, устои, да, я считаю, что изменит. И, возможно, это произойдет, как я уже говорила раньше, болезненно, потому что любые общественные устои общество не любит менять, потому что общество инертно и хочет стабильности, которой не существует. Чат GPT зарабатывает деньги через свой революционный подход, через инновации, внедрение чего-то нового в жизнь. А так как одной из его основных целей является, как мы уже говорили,
заработать бабла, значит, инновации и революции в IT будут все больше и больше внедряться посредством чата GPT и нейросетей, чтобы было больше денег. Соответственно, это может создавать дальнейшие проблемы, раскручивать по спирали проблематику IT-сферы и дальнейшее ее законодательное ограничение. Также по астрологической карте чата GPT можно увидеть, что он пришел к нам для того, чтобы создать кризис, создать какие-то условия для трансформации, буквально заставить людей и общество измениться. И это может быть реально больно. Ведь никто не хочет меняться. Вот вы часто меняете свои привычки? Я думаю, нет, это очень сложно. А здесь возможно изменение целых пластов общественного сознания. Это не бывает просто так и легко. Но у чата GPT свое предназначение нейросетей получается, свое революционная кармическая задача для улучшения и развития общества. Ну, посмотрим, к чему это приведет. И 4-й вопрос. А что же тогда хорошего даст нам чат GPT? В карте чата GPT, кроме красненьких линий, есть еще и синие. Это линии возможностей. Называются они трины и секстили. Это дает то, что чат GPT помогает в анализе данных, построении бизнеса, в осуществлении предпринимательской деятельности, может дать много энергии для построения нового предпринимательства, открытия нового бизнеса. Также с помощью чата GPT явно усилится конкуренция, а когда усиливается конкуренция в экономике, это значит, общество может получить товары и услуги лучшего качества по меньшей цене. Чат GPT явно изменит сферу транспорта, контактов, возможно, каких-то поездок и сферы развлечений. Чат GPT явно положительно повлияет на индустрию красоты и дизайна. По дизайну уже легко предсказать, что чат GPT уже вносит изменения, как и другие нейросети. В индустрии красоты посмотрим. Также секстиль с Венерой может давать большую вовлеченность женщин. Возможно, благодаря появлению нейросетей и искусственного интеллекта в IT будет больше женщин, чем сейчас. И женщины смогут раскрывать свой потенциал больше. На мужчин чат GPT влияет хорошо. Не нужно опасаться. Также чат GPT улучшает возможности обучения, анализа данных, общения между людьми и сильно влияет на сферу высшего образования. Об этом, кстати, Джордан Петерсон уже сказал практически сразу, что высшее образование, такое, какое оно есть сейчас, с появлением искусственного интеллекта больше таким не будет. И уже написаны первые дипломные работы, научные работы полностью при применении чата GPT. Значит, мы можем сразу сказать, что эта сфера будет меняться. Но, судя по карте, в лучшую сторону. Также чат GPT сильно повлияет на соцсети, на блогинг и, в принципе, на коммуникацию между людьми, на сообщество. Еще не знаем как, но явно эти изменения не за горами. Ну и в целом можно сказать, что да, чат GPT будет трансформировать общество, трансформировать общественное сознание, масштабировать идеи, то есть те идеи, которые раньше вы могли применить в своем подъезде, вы сможете транслировать на весь мир, например, и это тоже положительное влияние, возможности, которые дает чат GPT. Ну и, конечно же, я как финансист и финансовый астролог не могла пройти мимо 5-го вопроса. Как же чат GPT зарабатывает деньги? В первую очередь он зарабатывает деньги, создавая какой-то новый фундамент, помогая решать бытовые вопросы и через продвижение на уровне стран. В первую очередь своей страны, это Соединенные Штаты Америки. Далее, как я уже говорила, заработок чата GPT идет через постоянную спираль инноваций. Третий источник дохода чата GPT – это бессознательные люди, которые просто ему платят, потому что это интересно, ну или непонятно почему, они сами не знают почему. А также сфера партнерства. Чем больше партнеров будет у чата GPT, тем больше будет денег. Соответственно, первый главный партнер его – это Microsoft. Еще одной веткой заработка чата GPT являются иллюзии. Люди готовы платить деньги в искусственному интеллекту за то, чтобы прикоснуться к какому-то фантастическому иллюзорному миру. Они не знают, что получат. Это может быть и обман, и мошенничество, или просто разбитие иллюзий людей. Или, наоборот, люди получат больше, чем ожидают, потому что ожидания сказочные и непонятные, а получить можно реальный результат. И еще по карте это могут быть какие-то фантастические способы, которые мы даже не представляем. Но фантастика, как мы знаем, часто становится в будущем нашей реальностью, и поэтому, возможно, чат GPT создаст
совершенно новые способы заработка. Также это положение в карте может говорить о том, что ChatGPT проникнет во многие сферы нашей жизни и глубоко там укоренится. Давайте посмотрим, какие сферы будут под наибольшим влиянием чата GPT. Это сфера развлечений, сфера контактов, клиентских баз, поездок и, в принципе, автотранспорта и перемещения, управление автомобилем, дорожным движением, сфера обучения, школы, высшего образования, университетов, написания научных работ и исследований, перемещение на большие расстояния, возможно, даже авиаперевозки, а также строительство, недвижимость, предотвращение катастроф, финансовая сфера и соцсети. Этот список может быть не полный, но и так это уже очень много сфер, на которых уже можно представить влияние чата GPT, и это охватывает почти всю нашу жизнь. Также в качестве бонусного вопроса я решила рассмотреть, будет ли самому чату GPT легко претворять все свои планы в действие. Потому что мы рассмотрели, какие проблемы он создаст обществу и что хорошего принесет. А как же будет ему самому, как человеку? Если открыть его карту, можно увидеть довольно сложную конфигурацию, которая называется Тау-квадрат. Она соединяет его Нептун, Марс и соединение Венеры и Меркурия. Это может нам сразу сказать, что легко чату GPT не будет. У него будет множество как внутренних конфликтов, так и внешних проблем. Все будут ставить палки ему в колеса, как свои программисты, так и партнеры, так и люди, которые будут им пользоваться. Поэтому нас ждет интересное путешествие в мир искусственного интеллекта, и астрология это подтверждает. Легко не будет, но скучать не придется. Вот и все, что я хотела сказать на сегодня по поводу чата GPT и искусственного интеллекта. Ставь лайк, подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео. А если ты хочешь рассмотреть карту какой-то известной личности или компании, пиши в комментариях, и, возможно, этот разбор будет следующим. До встречи! Пока-пока!